Всем здоров. Уверен, довольно часто вы слышали такие аббревиатуры, как SSO, SSDO, HBO, LSO, VXO и так далее. Все это различные алгоритмы, воспроизводящие один конкретный эффект, который называется Ambient Occlusion. Так вот, сегодня я вам расскажу максимально доступно, для чего оно нужно, как оно появилось и каким образом работают различные алгоритмы, которые то и дело встречаются нам в меню настройки графики в самых различных играх. Перед просмотром прошу вас поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Спасибо. Знаете, оценивать графику в играх можно по многим объективным параметрам. Это и качество текстур, и детализация моделей, и что, на мой взгляд, самое важное, по качеству освещения. Думаю, ни для кого не секрет, что графика в играх с самого момента их появления неуклонно движется к фотореализму. И качественно симулирует все то разнообразие и сложность визуальных эффектов уже давно научились в кино, используя для просчета огромные вычислительные мощности в виде так называемых рендер-ферм. Однако с играми ситуация куда деликатнее. Все, что есть у простого пользователя, это один процессор, одна видеокарта, чуть-чуть памяти и 33,3 миллисекунды, чтобы получить приятную картинку. И весомая часть времени построения кадра приходится как раз на расчет освещения. Одной из частей этого сложного процесса является реализация эффекта Ambient Occlusion, сила влияния которого на качество изображения до сих пор остается многим не очевидна. Для начала давайте с вами посмотрим, что же такое Ambient Occlusion в действии. Наиболее близкий по смыслу перевод этого словосочетания – препятствие в окружающем пространстве. Именно такой перевод наиболее точно описывает суть данного метода. Но для более приятного звучания можете назвать это затенением. Однако держите в голове оригинальный перевод. Это именно препятствие для света в окружающем пространстве. Представьте два плотно стоящих друг с другом объекта, освещаемые условным солнцем. Пространство между этими объектами как раз будет темным, потому что эти объекты преграждают свету путь туда. Но как же вычислить количество преграждаемого света? Как понять, насколько область должна быть темной? Насколько область должна быть большой? Как понять, где именно затенять пространство? В так называемом большом рендере в кино и мультфильмах для этого применяется метод трассировки лучей и трассировки пути, который имитирует реальное распространение света и его физические свойства. Например, можно взять точку пространства и выпустить из нее несколько сотен лучей, чтобы определить ее коэффициент видимости относительно источника освещения. Если лучи столкнутся с чем-либо, значит для света есть препятствие, если нет, то они свободно улетают. Если все лучи столкнутся с препятствием, то соответственно пиксель будет затемнен на 100%, то есть станет черным. Так вот, освещенность пикселя зависит от соотношения столкнувшихся и не столкнувшихся с объектом лучей. Но трассировка лучей – задача крайне ресурсоемкая для исполнения в реальном времени. А напоминаю, что построить кадр нужно не более чем за 33,3 миллисекунды. Потому же на протяжении многих лет используются так называемые методы растеризации, основная проблема которых в том, что они вот прям вообще не физически корректные в истинном понимании этого слова. То есть растеризация – это типа как подгон решения задачи под ответ в учебнике, причем вот самыми извращенными способами. Однако именно о них сейчас и пойдет речь. О качественной проработке освещения в играх думали уже давно, и вот где-то в начале 2000-х были первые попытки имитации распространения света, а именно методы предварительных расчетов освещения с помощью трассировки лучей или иных методов, а затем сохранения результатов таких расчетов в специальную карту освещенности, которая также может быть нескольких видов. Конечно, недостатком таких методов, как вы уже догадались, является невозможность работы с динамическими объектами, которые двигаются в пространстве или изменяют свою форму. Да и жизнь художников от этого слаще не становится, так как малейшее изменение сцены потребует перерасчета всего освещения, на что уходит немало времени и что ведет к различным артефактам, когда уровень изменили, а карты освещения остались старыми. Изящно решили эту проблему в 2007 году ребята из Crytek, когда представили свою новую игру под названием Crysis, которая впервые использовала динамический расчет затенения объектов, используя алгоритм SSAO – Screen Space Ambient Occlusion, который значительно улучшал восприятие картинки, добавляя сценам глубину и органичнее вписывая объекты в окружение. Конечно, этот метод претерпел существенные упрощения для ускорения расчетов, так что о его физической корректности можно забыть. Но все-таки результат, как мы видим, довольно впечатляющий, и нам интересно, как же это было достигнуто. Наверняка вы слышали про так называемый Z-буфер или буфер глубины, который представляет собой полутоновое изображение, каждый пиксель которого может принимать одно из 256 значений серого. Так вот, значение серого цвета пикселя определяет его глубину в пространстве. Например, объект в буфере глубины, состоящий из пикселей черного цвета, будет перекрывать аналогичный объект, закрашенный белыми пикселями. И именно Z-буфер используется для осуществления SSAO. Вот на примере этой картинки мы рассчитываем затенение для вот этого пикселя.
В определенной области вокруг него мы тыкаем в точки, которые называются сэмплами или выборками, и проверяем значение этих сэмплов в буфере глубины. Некоторые сэмплы проходят проверку, некоторые нет, их значение в буфере глубины не оказывается. Далее затененность пикселя рассчитывается исходя из соотношения выборок, которые прошли и не прошли тест глубины. В данном примере из 10 выборок 4 имеют значение Z-буфера, а 6 не имеют. Тем самым коэффициент затенения будет 0,4, где 1 это обычное фоновое освещение, которое является константой, а 0 это полная тень. В других примерах соотношение может быть другое, и в конечном итоге пиксели будут на основе этих вычислений или ярче, или темнее соседних. Также, чем дальше выборка находится от рассматриваемого пикселя, тем меньше она влияет на конечный результат. Конечно, важно уточнить, что все эти сэмплы в сферической области проецируются в пространстве экрана, так что по факту алгоритм не учитывает, есть ли какая-то геометрия за данным объектом или нет, в результате чего, естественно, появляются артефакты. Радиус сферы с выборками должен быть настроен вручную, потому что если она будет слишком большая, то сэмплы могут попадать на другую геометрию, которая тоже будет влиять на затенение пикселя, даже если эти объекты находятся далеко, а не вплотную, в результате чего можно наблюдать неестественные темные ореолы вокруг грани объектов. Качество SSO, как и любого Screen Space алгоритма, не зависит от сложности сцены, а только лишь от разрешения рендера. Но также на качество SSAO влияет количество используемых сэмплов. Чем их больше, тем точнее можно рассчитать соотношение и тем более качественным станет результат. Однако есть несколько интересных тонкостей. Малое количество выборок будет приводить к неприятному эффекту бендинга, представляющего собой резкие полутоновые градиентные переходы от света к тени. Избавиться от этого можно, повысив количество сэмплов, что, конечно, ударит по производительности, в том числе из-за увеличения количества операций чтения из памяти. Другой, более изящный подход состоит в том, чтобы оставить количество выборок таким же, но случайным образом вращать нашу сферу, меняя положение выборок, что будет приводить к появлению низкочастотного шума, который затем можно легко маскировать фильтром размытия. Также недостатком оригинального SSAO от Crytek было затемнение плоских поверхностей типа стен и потолков, чего в реальности быть, конечно, не должно. Происходило это потому, что выборки осуществлялись в сферической области, в центре которой располагался пиксель, соответствующий полигону какого-то объекта. То есть на плоских объектах как минимум половина выборок всегда была под геометрией и не проходила тест буфера глубины. Потому стены и потолки были темными, а их края светлыми. Решить эту проблему позволила модифицированная версия SSAO, которая помимо буфера глубины использует еще и буфер нормалей. Вместо сферы используется полусфера, ориентированная вдоль нормали поверхности. Нормаль – это перпендикуляр какой-то точки к плоскости. В результате такой модификации сэмплы не оказываются под плоскостями и не привносят лишнее затенение. Но специалисты из Crytek не стали на этом останавливаться и приступили к дальнейшей модификации своего алгоритма, который впервые был использован в Crysis 2 и применяется ими в своих играх до сих пор. Он называется SSDO, или Screen Space Directional Occlusion. Directional означает направленный, то есть при работе этого алгоритма учитывается направленность источника освещения, что позволяет точнее затенять объекты, а в некоторых случаях даже строить тени в пространстве экрана, однако о них как-нибудь в другой раз. Как я уже объяснял ранее, в SSAO коэффициент затенения вычисляется на основе соотношения выборок прошедших или не прошедших тест глубины. Однако в SSDO эта зависимость отменяется и сэмплы классифицируются в зависимости от того, находятся ли они выше или ниже условной геометрии. В качестве примера на иллюстрации есть рассматриваемые пиксель P и 4 выборки A, B, C и D. Чтобы проверить, находятся ли сэмплы выше или ниже, они проецируются на так называемый буфер позиций. Выглядит он вот так и представляет собой цветное изображение, каждый пиксель которого является значением 3D координаты, соответствующей ему геометрии. Благодаря этому теперь наши сэмплы уже могут быть корректно спроецированы обратно на поверхность геометрии. Если во время этого процесса репроекции расстояние от камеры до сэмпла уменьшилось, значит сэмпл был ниже геометрии, и такие выборки будут рассматриваться как окклюдеры или преградители. Если расстояние увеличилось, то выше, и значит они были видимыми. Сэмплы A, B и D у нас являются окклюдерами, а сэмпл C является видимым. И как раз только видимые выборки принимают участие в расчете освещения для пикселя. Конечно же, в реальности выборок значительно больше, чем 4. Благодаря этому изображение очерняется менее агрессивно, а благодаря выборкам A, B и D можно рассчитать первичный рефлекс или переотражение света. Цвета соответствующих им пикселей используются для симуляции цветового рефлекса в определенном радиусе, используя вот эту формулу.
суть которой в том, чтобы на основе нормалей наших окклюдеров A, B и D с поправкой на расстояние до точки P имитировать цветовой рефлекс, что удается крайне неплохо. Но интересно, что, например, сэмпл A в этом не участвует, потому как он обращен нормалью в обратную сторону по отношению к пикселю P, а сэмпл C вообще находится за пределами полусферы. В конечном итоге хорошо видно, насколько правдоподобнее выглядит SSDO по сравнению со своим предком SSAO. Нету излишней черноты, плюс проявляются цветовые рефлексы. Ну и ко всему прочему, сложность вычислений вырастает не так уж и сильно, так что эффект является все еще относительно дешевым. Еще одним алгоритмом, только в этот раз разработанным компанией NVIDIA в 2008 году, стал так называемый HBAO – Horizon Based Ambient Occlusion, а также его модификация HBAO+, и HBAO+ Ultra. В отличие от предыдущих методов, основанных на сравнении глубин сэмплов с помощью Z-буфера, в HBAO используется метод расчета видимости горизонта, при котором буфер глубины рассматривается как буфер высот. Если вы вдруг подумали, что это какая-то модификация SSDO, то нет, общего мало. В радиусе полусферы также производится сэмплирование, но уже вдоль определенных направлений, которые фактически являются двумерными срезами нашей полусферы. Чем больше направлений, тем более высокое качество по итогу и тем дороже вычисления. У каждого направления есть также определенное количество шагов сэмплирования. Суть данного этапа в том, чтобы найти точку вдоль направления, которая будет иметь максимальную высоту и к которой можно провести вектор без пересечения геометрии. Вот, например, на этом рисунке у нас есть 3 сэмпла. К самому высокому из них, S3, можно провести вектор, не пересекающий геометрию, при этом если угол нового вектора меньше предыдущего, то он отбрасывается. Например, на этом изображении можно увидеть большую серую полусферу, ориентированную по нормали пикселя. Радиус этой полусферы определяет область, в направлении которой производится сэмплирование буфера. А фиолетовые кривые – это, собственно, типа наша геометрия. Если посмотреть на проекцию сбоку, то мы увидим, что был найден самый высокий сэмпл, и от рассматриваемого пикселя к нему строится вектор. Ну и в конце концов вычисляется, какую часть найденные углы, так называемые горизонты, составляет от всего угла нашего красного полукруга или среза. Причем делать это можно двумя путями, или считая непрегражденную область, или наоборот прегражденную. Для большей точности горизонт вычисляется в нескольких направлениях по всей полусфере, а конечный результат рассчитывается по так называемому методу Монте-Карло, который, грубо говоря, делит сумму результата вычисленного Ambient Occlusion в каждом направлении на количество этих самых направлений. Плюс также учитывается так называемая функция затухания, когда с увеличением расстояния от рассматриваемого пикселя до сэмпла уменьшается и его влияние. Таким образом и работает алгоритм Horizon Based Ambient Occlusion. Как и любой другой алгоритм, HBAO чувствителен к ручному подбору параметров. Например, от количества используемых сэмплов и направлений зависит итоговое качество, но производительность сильно падает. Потому также применяется поворот или смещение сэмплов на какую-то величину, что приводит к появлению шума, который маскируется фильтром размытия. Что же касается алгоритма HBAO+, то никакой документации по работе этого алгоритма в свободном доступе я не нашел. Видимо, там какой-то секретный соус от NVIDIA. Единственные улучшения, о которых известно, это отсутствие рандомизации сэмплов в ядре выборки для уменьшения количества операций чтения из кэша и минимизация мерцания за счет расчета буфера Ambient Occlusion в полном разрешении. Однако стоит отметить интересную деталь. Специалисты из Activision, разработавшие метод GTAO, считают, что HBAO+ вообще даже не использует Horizon Based метод, что звучит довольно странно. А в Assassin's Creed Syndicate применяется так называемый HBAO+ Ultra, который решает проблему светлых ореолов. Представьте себе фасад здания с просчитанным для него Ambient Occlusion. На его фоне проходит наш персонаж, и в идеале мы должны видеть такую картинку, где его модель никак не влияет на Ambient Occlusion для здания. Однако на практике мы получаем светлые ореолы из-за того, что алгоритм HBAO берет информацию из пространства экрана и не знает, что находится за персонажем. Соответственно, и некорректно считается Ambient Occlusion для пикселя, так как сэмплы берутся с модели персонажа, а геометрия здания игнорируется и, соответственно, не затеняется, потому она и светлая вокруг модели главного героя. Для решения этой проблемы используется методика Double Layered Ambient Occlusion, при котором динамические и статические объекты рендерятся независимо в разных буферах, а результат затем объединяется, что и приводит к избавлению от неприятного эффекта светлых ореолов. Также алгоритм смешивания двух буферов несколько модифицирован, но по итогу, если визуальную разницу между двумя видами HBAO вам придется искать с лупой, то вот разницу в производительности вы ощутите невооруженным взглядом, ибо время на исполнение HBAO+ Ultra более чем в 2 раза превышает обычный HBAO+.
По итогу результат, получаемый HBAO, более физически корректный и качественный, но и отнимает больше производительности, из-за чего довольно редко применяется, например, в консолях, и зачастую обходится обычным SSAO. Однако такая несправедливость к приставкам не устроила специалистов из Activision, а потому они придумали свой алгоритм, основывающийся на методе HBAO, но несколько иначе его интерпретирующий. Результат получается более быстрым и качественным, к тому же может с успехом применяться и на консолях. GTAO – Ground Truth Ambient Occlusion. Дело в том, что HBAO рассчитывается по довольно сложной формуле, результаты вычисления которой, а соответственно визуальное качество, хоть и близки к трассировке лучей, тем не менее не всегда совпадают с точки зрения корректности. Если кому интересно, вот как эта формула выглядит. В GTAO эта формула модифицируется, что позволяет упростить вычисление, не жертвуя качеством. Например, теперь угол горизонта рассчитывается с поправкой на направление взгляда камеры, что позволяет вычислять горизонт по всей сфере вокруг рассматриваемого пикселя. Также несколько по-другому вычисляется функция, определяющая степень ослабления затенения с расстоянием, что также повышает производительность без потери качества. Ну и что еще интересно в этом алгоритме, он реализует так называемый GTSO, благодаря которому интенсивность затенения корректируется на основе отражательной способности определенной поверхности. Например, в HBAO и SSAO все материалы при расчете Ambient Occlusion учитывались как имеющие одинаковые свойства, но на деле, например, матовые материалы больше поглощают свет, а блестящие наоборот больше отражают, что приводит к возникновению переотражений и, соответственно, ослаблению эффекта Ambient Occlusion. Взгляните, например, на два результата вычислений Ambient Occlusion. Слева с помощью трассировки лучей по методу Монте-Карло, а справа GTAO от Activision. Разницы практически нет, и это хорошо. Более того, буфер GTAO рассчитывается в половинном разрешении и использует лишь один сэмпл в каждом направлении расчета горизонта, что, конечно, мало для качественного результата, хоть и быстро с точки зрения производительности. Для восстановления разрешения применяется двусторонний фильтр реконструкции, усредняющий информацию 4 соседних пикселей. Ну а далее применяется методика темпорального накопления с использованием 6 предыдущих кадров для реконструкции текущего путем их смещения. В результате таких оптимизаций GTAO на PlayStation 4 занимает всего 0,5 миллисекунд времени кадра, что несравнимо с тем, сколько отжирает HBAO, а это около 2,4 миллисекунд, то есть в 5 раз больше. Однако не перестают удивлять использованием необычных и интересных технологий специалисты из Remedy. Лучшая игра этого поколения, Quantum Break, впервые представила технологию затенения, называемую LSAO – Line Sweep Ambient Obscurance. Не обращайте особого внимания на различия в Occlusion и Obscurance. По факту разница между ними в том, что функция видимости заменяется на функцию расстояния. Это значит, что в методе Occlusion луч имеет бесконечную длину, и даже самые далекие объекты, хоть чуть-чуть, на 1 триллионную, но будут влиять на затенение. А в Obscurance лучи имеют конечную длину, и после прохождения ими определенного расстояния они уже не вносят вклад в затенение. Однако вернемся к Line Sweep Ambient Obscurance. Большой проблемой Horizon-based метода является этап сэмплирования вдоль направлений. Для более качественного результата нужно брать много сэмплов в нескольких направлениях для одного рассматриваемого пикселя, что сильно садит производительность. LSAO предлагает метод радикального ускорения этого этапа путем сэмплирования не вокруг полусферы каждого пикселя, а сразу всего экрана. Вдоль всего буфера глубины строятся специальные линии по строго определенным направлениям, вдоль которых с некоторым шагом расположены сэмплы, которые используются для построения горизонтов для каждого пикселя, расположенного вдоль линии. Но если мы посмотрим на проекцию сбоку, то мы увидим следующее. Если представить, что вдоль линии сэмплы расположены, например, на каждые 2 пикселя, то в зависимости от его значения глубины будут строиться разные горизонты. Вычисленные значения горизонта для каждой точки затем сохраняются в специальный буфер и так со всеми линиями. Но только сэмпл, имеющий наибольшую высоту, влияет на конечный результат Ambient Occlusion для пикселя, с поправкой на параметр Fall-Off, отвечающий за уменьшение влияния сэмпла с увеличением его расстояния от рассматриваемого пикселя. Такая выборка называется Fall-Off Weighted Occluder, то есть для каждого пикселя вычисляется, какой сэмпл будет влиять на его затенение с учетом того, насколько он высоко расположен и как далеко находится. Fall-Off Weighted Occluder на линии обычно несколько, но для конкретного пикселя будет выбран лишь только один, имеющий для него наибольший вес. Все остальные сэмплы на рассматриваемый пиксель не влияют. Именно из-за этого LSAO имеет характерные артефакты в виде множества полутоновых градиентных линий. 3 основных параметра, регулирующих качество LSAO, это количество направлений линий, чем их больше, тем более плавные переходы в затенениях и меньше артефактов,
Параметр, отвечающий за расстояние между линиями, также влияет на качество, так как чем ближе линии друг к другу, тем более качественная интерполяция между ними может быть выполнена. Интерполяция – это, грубо говоря, нахождение усредненных промежуточных значений для пикселей, которые не попали на линию, на основе пикселей, для которых Ambient Occlusion уже вычислен. Что интересно, LSAO призван ускорить самый медленный этап расчета HBAO – сэмплирования вдоль направлений. А сам механизм поиска углов горизонта и вычисления затенения можно рассчитывать и по методу GTAO, например, никто не запрещает. И даже, видимо, можно использовать метод расчета цветового рефлекса, как и в SSDO. В игре Control с помощью меню отладки можно активировать по умолчанию выключенную функцию, которая называется SSDifuse. При ее активации как раз появляются цветовые рефлексы как от статических, так и динамических источников освещения. Плюс устраняются местами неестественно затененные области. Да, появляются некоторые артефакты, причем если выключить LSO, то эта функция работать не будет. Однако выглядит очень круто, и на мой взгляд стоило, конечно, эту функцию доработать. Ну и наконец, пожалуй, самый эффективный, но и требовательный алгоритм VXAO, как его называют в NVIDIA. Расшифровывается он просто – Voxel Ambient Occlusion. Как понятно из названия, для работы этого метода используются воксели, представляющие собой, грубо говоря, 3D-пиксели, которые позволяют получать и хранить информацию о сцене в мировом пространстве, а не только в пространстве камеры. Например, все перечисленные до этого методы используют только информацию, доступную в экранном пространстве, что накладывает на них определенные ограничения, попытки обойти которые приводят к появлению визуальных артефактов, таких как, например, темные или светлые гало вокруг объектов и исчезание затенения по краям изображения. Все это возникает из-за недостатка информации в пространстве экрана. VXAO же может эффективно рисовать затенение, учитывая то, какие объекты находятся позади тех, что мы видим, и даже тех, что расположены за наблюдателем, то есть вне поля зрения камеры. Другое преимущество VXAO перед, например, HBAO – это локальность действия последнего. Радиус полусферы, в которой производится сэмплирование, ограничена, из-за чего выборки вне этого радиуса не вносят вклад в затенение. VXAO же лишен такого недостатка, опять же из-за того, что для расчета доступны данные со всей сцены. Обратите, например, внимание, как под днищем танка у HBAO нету затенения, а у VXAO есть. Как я уже говорил, для увеличения производительности Ambient Occlusion рассчитывается в меньшем разрешении экрана, чем нативное, и с ограниченным количеством сэмплов, из-за чего появляется шум, который затем размывается специальным фильтром. В VXAO же вообще никаких сэмплов не используется, а производится вокселизация сцены, то есть представление всех полигонов, из которых состоит геометрия уровня в виде специальной 3D-текстуры, представляющей собой массив древовидной структуры данных, называемой Sparse Voxel Octree. Чем больше полигонов, тем более затратен этот этап с точки зрения производительности. Далее происходит этап постпроцессинга, во время работы которого происходят этапы фильтрации вокселей и их даунсэмплинга, то есть по аналогии с тем, как уменьшают плотность пикселей при сохранении размеров изображения. Но последний этап реализуется за счет так называемой трассировки конусов, представляющих собой имитацию группы лучей, используемые для определения препятствий для света в виде находящихся рядом вокселей. Если в направлении одного из конусов оказывается другой воксель, значит он препятствует падению на рассматриваемую точку света, в результате чего эта точка будет затенена. По словам NVIDIA, VXAO приблизительно от 3 до 10 раз быстрее в скорости расчета, чем полноценный VXGI, однако в 3-4 раза медленнее, чем HBAO+. Ну что ж поделать, ради более высокого качества приходится чем-то жертвовать. Так же, как и ради более высокой скорости, например, чем дальше объект от камеры, тем меньшим количеством вокселей он будет представлен. Также, если полигон находится вне физического размера вокселя, то рассчитать для него какое-либо затенение становится невозможно. Ну и под конец небольшой бонус. Как известно, киллер-фичи видеокарт NVIDIA Turing и Ampere является не столько трассировка лучей, сколько и DLSS, которая увеличивает разрешение изображения, используя методы машинного обучения, и справляется с этой задачей очень хорошо, серьезно повышая производительность почти без потери качества. И на самой первой презентации Тьюринга в DLSS позиционировался именно как алгоритм сглаживания на основе нейросетей. Однако специалисты из Поднебесной совсем недавно очень подробно описали принцип действия DeepAO, что, как вы догадались, является реализацией Ambient Occlusion на основе глубокого обучения.
Они разработали свою базу данных, куда загружаются так называемые датасеты, используемые для обучения нейронной сети. Они состоят из карты нормалии, карты глубины и уже вычисленного каким-либо способом, лучше всего трассировкой лучей, Ambient Occlusion для кадра. В результате всех этих манипуляций мы можем наблюдать, что время исполнения алгоритма DeepAO в 2 раза выигрывает по скорости у обычного HBAO, при этом давая лучшие результаты. Работа данного метода возможна как на обычных видеокартах, так и на тех, которые ускоряют нейронные сети тензорными ядрами, с соответствующим выигрышем в производительности. Что ж, надеюсь, теперь вы разобрались, что такое Ambient Occlusion и с чем его едят. Так что если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Пока!